Если тебе нравится развивать базу, добывать для этого ресурсы, а потом сидеть в ожидании атаки волн врагов, то эти проекты для тебя. Здесь приходится быстро думать и решать, что важнее прокачать прямо сейчас, чтобы после замеса минимизировать ущерб. Я собрала несколько игр, где защита базы – это основа всего геймплея. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Wall World 2. Это продолжение необычной смеси добычи ресурсов, экшена и рогалика, где ты управляешь гигантским робопауком, ползающим по бесконечной стене. Основной цикл таков: спускаешься в шахту, добываешь ресурсы, находишь технологии и быстро возвращаешься наружу, чтобы отбиться от волн монстров. Вторая часть заметно расширяет идеи оригинала. Больше биомов, случайных событий и вариантов развития. Теперь угроза приходит не только снаружи, но и внутри глубоких шахт, становится опаснее. Между вылазками ты прокачиваешь паука и экзокостюм, открываешь новые способности, модули и оружие, постепенно собирая удобный билд под свой стиль игры. Каждая попытка уникальная за счет процедурной генерации и случайных находок. Игра постоянно балансирует между копая глубже ради лута и срочно назад, сейчас будет атака, создавая напряженную атмосферу. Чем дальше ты продвигаешься, тем сложнее становится выбирать, стоит ли рискнуть ради редких ресурсов или лучше притормозить. Интересный факт. Dev отдельно подчеркивали, что в сиквеле сделали акцент на живом мире с аномалиями, которые могут как помогать, так и ломать забег, давая бонусы или наоборот создавая опасные ситуации. Также комьюнити замечает, что мета билдов быстро сужается. Многие проходят игру, просто прокачивая одно и то же оружие, например, пулемет. Дом Кипер. Это необычное сочетание рогалика, добычи ресурсов и защиты базы, где ты управляешь хранителем купола на враждебной планете. Основной геймплей строится вокруг цикла. Добываешь ресурсы под землей, возвращаешься, отбиваешь волну врагов, улучшаешься, повторяешь. Главная особенность – ощущение, что ты вечный опоздун. Пока ты копаешь над поверхностью, уже формируется следующая атака, и тебе нужно решать, копать еще глубже ради ценных ресурсов или срочно возвращаться к куполу, чтобы не потерять то, что создал. В процессе ты открываешь новые гаджеты, оружие и улучшения. Усиливаешь бур, ускоряешь передвижение, прокачиваешь защиту или превращаешь купол в настоящую боевую машину. При этом каждая сессия генерируется заново, так что одинаковых забегов почти не бывает. Со временем появляется больше вариативности, разные хранители, купола, стартовые условия и артефакты, которые могут полностью поменять тактику прохождения. Интересный факт. Изначально игра родилась из небольшого прототипа, сделанного на геймджеме. И благодаря положительной реакции игроков, разработчики превратили его в полноценный проект с глубокой системой прогресса и высоким уровнем реиграбельности. Игроки быстро смекнули, что игра не про скорость, а про оптимальные маршруты добычи, и начали буквально прокладывать идеальные туннели. City Defense Z. Это смесь строительства базы, Tower Defense и рогалика с четким циклом день-ночь. Днем ты развиваешь свою базу, добываешь ресурсы, строишь здания, объединяешь их для усиления и продумываешь оборону. Ночью волны зомби проверяют, насколько хорошо ты подготовился. Ключевая механика – комбинирование зданий. Если грамотно размещать постройки, они сливаются и становятся мощнее, что добавляет игре элементы стратегии. Нужно не просто строить, а продумывать сетку и оптимизацию базы. Помимо обороны есть управление ресурсами, развитие армии и использование активных способностей вроде авиаударов. В некоторых моментах ты даже напрямую управляешь юнитами, что добавляет динамики и отличает игру от классических Tower Defense. После поражения прогресс не обнуляется полностью. Открываются постоянные улучшения и новые возможности. Игра постепенно усложняется. Больше типов врагов, больше комбинаций построек и больше решений, от которых зависит твое выживание. Это делает ее затягивающей и хорошо подходящей для коротких, но напряженных сессий. Интересный факт. В игре реализовано сразу 13 отдельных деревьев метапрогрессии с более чем 150 улучшениями, что дает огромную вариативность билдов и делает каждое прохождение заметно отличающимся от предыдущего. Dev рассказывали, что переделывали демо 3 раза с нуля, чтобы довести механики до нужного состояния. Редкий уровень итерации для инди. Drill Core. Это стратегия про управление буровой платформой на враждебных планетах, где ты одновременно выступаешь менеджером, инженером и защитником своей команды. Главная цель – пробиться к ядру планеты, добывая ресурсы и развивая технологическую базу. Твоя задача – грамотно распределять роли. Ты управляешь рабочими, которые добывают ресурсы, переносчиками, обеспечивающими логистику, и охраной, защищающей базу. Важно поддерживать баланс между эффективной добычей и безопасностью персонала. Как и в других играх цикла, здесь есть смена фаз. Днем ты развиваешь
развиваешь базу, строишь инфраструктуру и оптимизируешь добычу. А ночью приходится отражать атаки агрессивной местной фауны. Роглайт элемент добавляет вариативности. Каждая новая попытка немного отличается за счет случайных условий, технологий и событий. Особенность игры – ее корпоративная сатира. Ты не просто выживаешь, а работаешь на компанию, где прибыль часто важнее всего остального. Это создает контраст между эффективностью и моральным выбором. Особенно, когда приходится рисковать рабочими ради прибыли. Интересный факт. Игра прошла через ранний доступ, где дев активно дорабатывали баланс, интерфейс и темп. И на момент релиза она ощущается как отполированный результат, доведенный до идеала. Также работники — это не просто ресурс. Их нужно защищать, эвакуировать и правильно распределять. Иначе ты развалишь всю экономику. Iterate. Это смесь добычи ресурсов, защиты базы и роглайт-механик в мрачном научно-фантастическом мире. Ты выступаешь в роли сотрудника корпорации, которого отправляют на опасную планету, бурить гигантские столпы и добывать ресурсы, рискуя жизнью. Геймплей делится на две ключевые части. Первая – добыча. Ты разрушаешь структуры, собираешь материалы и улучшаешь оборудование, постепенно ускоряя процесс и открывая новые возможности. Вторая – оборона. На поверхности регулярно появляются враги, и тебе нужно защищаться с помощью турелей и ручного управления оружием. Важная особенность – система повторений. При гибели персонажа его заменяет следующий работник, но часть прогресса сохраняется. Это создает ощущение постоянного развития даже через поражение и делает каждую попытку немного эффективнее предыдущей. Также в игре присутствует элемент управления ресурсами и принятия решений. Что улучшить в первую очередь, как распределить ресурсы и когда рисковать ради большой добычи. Интересный факт. Название Iterate – это игра слов. Iterate – повторять. Напрямую отражающая механику игры, где каждый новый работник продолжает цикл добычи после смерти предыдущего. Также обсуждается главный геймплейный момент. Игра не про выживание одного персонажа, а про накопление прогресса через серию смертей, что ломает привычный подход к рогаликам. Ну как тебе подборка игр защиты базы? Будешь ждать следующую часть? Обязательно пиши в комментариях. Если тебе захотелось поиграть во что-то из списка, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.